Космические путешественники, давайте в этот раз совершим звездную прогулку. И для начала выберем себе подходящего спутника. Не будем мудрить, просто посмотрим в ночное небо и решим, какая звезда привлекает нас больше всего. У каждого, конечно, свой вкус, но монетку бросать не будем. Вряд ли кого-то оставит равнодушным звезда, которая сияет в темноте разноцветными огнями, как рождественская гирлянда, и к тому же таинственно мерцает, то усиливая, то прикручивая свой свет. Это Сириус, и нет в нашем небе второго такого яркого загадочного светила, о которой ходило бы больше легенд. Как, например, быть со всеми цветами радуги, в которые окрашен Сириус? Природа подарила ему какое-то продвинутое устройство для светомузыки в небе, или это просто мистификация звезды, и не скрывается ли в ее сиянии некие таинственные соседи? Сириус наверняка расскажет нам об этом во время совместной прогулки. Мы узнаем много интересного, наберемся незабываемых впечатлений и сделаем красочные селфи со звездой. Перед отлетом взглянем еще раз на Сириус с Земли. Найти его достаточно просто. Сириус расположен вблизи небесного экватора, а значит, его движение по небу происходит быстрее, чем у звезды ближе к полюсу. Легче всего заметить это перемещение, посмотрев на светило сквозь ветки дерева. Сириус то появляется, то исчезает на несколько секунд, скрывшись за очередной тонкой веточкой. К слову, человек не привык замечать такое медленное движение, как путешествие Солнца или Луны по небосводу, а тем более звезд. Некоторые из нас даже не подозревают, что светило вечно находится в пути. Заметив передвижение Сириуса, иногда люди принимают звезду за НЛО, и истории об этом то и дело всплывают в соцсетях. Хотя, конечно, зеленые человечки не имеют никакого отношения к собственному движению Сириуса. Это обычное дело для звезд. Есть среди них такие, что летят по небу быстрее Сириуса, просто его перемещение для нас наиболее заметно. На эту звезду вообще сложно не обратить внимания, как только она немного поднимется над горизонтом. Сириус – самое яркое светило в нашем ночном небе. С Земли его можно увидеть в северном полушарии невооруженным глазом. Днем ему мешает яркий свет Солнца, и другие звезды просто теряются в его лучах. Хотя на закате, если у вас хорошее зрение, можете попробовать разглядеть Сириус просто так, без бинокля. И еще больше шансов наблюдать звезду во время солнечного затмения. А хотите побывать на грандиозном шоу, которое Сириус устроит прямо над вашей головой? Тогда в новогоднюю ночь на несколько минут отвлекитесь от застолья, выйдите на улицу и посмотрите вверх. 1 января Сириус максимально поднимается вверх и особенно ярко переливается разноцветными огнями. Словом, настоящая праздничная новогодняя звезда, великолепной гирляндой, украшающая небо. Но как она прямо на глазах меняет цвета? Красочному мерцанию Сириуса мы обязаны толстым слоем земной атмосферы. Если смотреть строго вверх, то между нашей головой и открытым космосом она составляет слой менее сотни километров, а взглянув ниже, ближе к горизонту, мы смотрим наискосок, сквозь плотное одеяло атмосферы, газов, дыма и пыли, которые ветры носят над планетой. Чем ниже к горизонту направлен взгляд наблюдателя, тем плотнее атмосфера. Чем выше смотреть, тем она тоньше. Этот эффект, к слову, является причиной красочных восходов и закатов. Излучение Сириуса проходит сквозь различные зоны низкого и высокого давления и температуры в этих областях. Лучи далекой звезды начинают преломляться, слегка смещаться, а атмосферное разделение светового спектра добавляет ей цветов. Таким образом, воздух нашей атмосферы создает эффект радуги для всех звезд. Кроме того, в безвоздушном пространстве звезды никогда не переливаются. Так что к живописному мерцанию Сириуса тоже приложила руку атмосфера Земли. Она постоянно завихряется. Ветер и воздушные потоки искажают проходящий через атмосферу свет. Это заставляет излучение далеких звезд слегка изгибаться и мерцать. Примерно такой эффект мы можем наблюдать на Земле,
когда тепло, поднимающееся от дороги или пустыни, заставляет объекты позади себя искажаться, мерцать и менять цвет. И раз уж мы затронули эту тему, возьмем на заметку, что планеты обычно не мерцают. Они ближе к нам и, следовательно, больше. Такие объекты смотрятся в нашем небе как большие диски, а не далекие точки света. Обычно небесные тела подобной формы не искажаются нашей атмосферой. Однако, если вы смотрите через особенно неспокойные области земного покрова, планеты изредка могут мерцать. Эта оптическая иллюзия – большая проблема для астрономов. Некоторые обсерватории, например, в Чили и на Гавайях, используют специальное оборудование для уменьшения атмосферных искажений. Зато космические телескопы, такие как Хаббл и Джеймс Уэбб, не подвержены влиянию нашей атмосферы. Они находятся в открытом пространстве, благодаря чему свет от звезд для них остается кристально чистым. У Сириуса эффект мерцания для нас особенно заметен, поскольку он самый яркий в земном небе. Но астрономам известны светила, у которых свет намного сильнее. Чтобы познакомиться с одним из них, давайте заглянем в созвездие Киля. Там, примерно в 7500 световых лет от Земли, нас наверняка поразит великолепное сияние гипергиганта Эта Киля, массой в 100-150 солнечных. Его светимость в 5 миллионов раз превышает солнечную. Впрочем, если говорить точнее, так сильно светят в созвездии Киля две звезды. Пара гигантских светил дружно движется по небосводу вокруг общего центра масс по вытянутым эллиптическим орбитам. Основной компонент пары – удивительный гипергигант, яркая голубая переменная звезда. Второй компаньон – это Кар-B, тоже огромный горячий объект с высокой светимостью. Оба партнера знамениты не только своим сиянием, но и капризным, непредсказуемым характером. Все дело в том, что они относятся к голубым переменным звездам, очень ярким пульсирующим сверхгигантам. Такие светила могут резко вспыхивать, выделяя огромное количество энергии. Эта Киля побила здесь новые рекорды. В период с 11 по 14 марта 1843 года стала второй по яркости звездой после Сириуса, с пиковой светимостью в 30 миллионов солнечных. Астрономы говорят, что почти столько же излучения выделяется при взрыве сверхновой. Событие известно как «большая вспышка», и она должна была уничтожить звезду. Но эта Киля оказалась поистине бессмертной, не погибнув от катастрофы. Ученые до сих пор разбираются в причинах такой стойкости гипергиганта. Звезда же после вспышки начала постепенно уменьшать светимость. К 1870 годам она перестала быть видимой с Земли невооруженным глазом. Сириус выделяет всего в 25 раз больше излучения, чем Солнце. Это очень мало по сравнению с Эта Киля, но в нашем небе Сириус светит ярче и даже превосходит в этом полярную звезду. Последнюю часто используют для навигации, поскольку она поднимается близко к полюсу Земли, и, следовательно, полярная звезда кажется неподвижной в небесной сфере при наблюдении с поверхности нашей планеты. Потому это знаменитое светило удобнее для определения пути для мореходов, чем более яркий Сириус. Он имеет негативную звездную величину примерно минус 1,46. У полярной звезды этот показатель равен 2,02, что означает более слабый свет при взгляде с Земли по сравнению с Сириусом. Но как получается, что величина со знаком минус больше плюсовой? Еще во II веке до нашей эры древнегреческий астроном Гиппарх разделил все звезды на 6 величин. Самым ярким он присвоил первую величину, самым тусклым – шестую, а остальные распределил в промежутке между ними. Впоследствии Веге, яркой звезде, присвоили нулевую звездную величину. Сириус и другие ослепительные объекты получили отрицательное значение. То есть каждое увеличение на одну звездную величину означает совсем не более сильную яркость. Наоборот, объект в этом случае будет в 2,52 раза слабее предыдущего. В настоящее время оптические инструменты расширяют нашу досягаемость, позволяя видеть объекты до 10-й звездной величины с помощью бинокля. Космический телескоп Джеймс Уэбб
может даже фиксировать галактики со слабой звездной величиной 34. Эта Киля присвоена 4-я звездная величина, потому она не видна с Земли невооруженным глазом. Почему мы не можем заметить одну из самых ярких звезд, известных нам во Вселенной? Расстояние до нашей планеты, световое загрязнение, облака и расположение Земли, Солнце по отношению к объекту играют здесь решающую роль. Например, яркие кометы близко к Солнцу тонут в его лучах, поэтому их трудно заметить. Если речь идет о световом загрязнении или помехах, то здесь больше всего прикладывает руку Луна. Из-за этого иногда трудно увидеть комету или туманность 4-й величины в бинокль, либо небольшой телескоп. А вот звезду 4-й величины с расстояния в десяток световых лет легко заметить с помощью этих инструментов. Потому астрономы разделяют звездную величину на видимую и абсолютную. Видимое — это то, насколько ярким объект выглядит для нас на Земле. Абсолютная звездная величина измеряет внутренний свет. Для звезд она показывает, насколько яркими они выглядят на фиксированном отдалении. Для планет этот показатель измеряется расстоянием Земля-Солнце. Когда мы имеем дело с рассеянными объектами, кометами или туманностями, звездная величина рассчитывается как сумма всех видимых яркостей. Солнце всегда лидирует в нашем небе по этому показателю по простой причине. Оно намного ближе к нам, чем другие звезды. Его лучи быстрее достигают Земли и встречают меньше препятствий на своем пути. На Земле с расстояния в среднем 149,6 миллионов километров интенсивность излучения Солнца значительно превышает светимость Сириуса. Но после Солнца он прочно удерживает звание чемпиона по яркости в ночном небе. Прежде всего, фору по сравнению с другими светилами Сириусу тоже дает близость к Земле, которая находится на расстоянии всего 8,6 световых лет. До нас доходит много его света. Также важно, что путь излучению Сириуса не преграждает какая-либо плотная туманность, и наблюдение ничем не затруднено. Недаром само имя звезды Сириус в переводе с греческого означает «сияющий». Мы уже убедились в том, что это подходящее название. Лишь несколько планет, полная Луна и Международная космическая станция в ночном небе могут затмить звезду, просто потому, что перечисленные объекты совсем близко к Земле. Поскольку Сириус такой яркий, он был хорошо известен астрономам далекого прошлого. Звезда нередко упоминается в астрономических записях древних греков, полинезийцев и многих других народов. Египтяне называли Сириус звездой Нила. Жрецы при появлении Сириуса после его 70-дневного отсутствия на небосклоне точно предсказывали начало разлива Нила, который должен был оросить их земли. Календарным годом в Древнем Египте считался период между двумя восходами Сириуса. В античные времена светило называли «собачьей звездой». Это связано с принятым тогда выражением «собачьи дни» с 3 июля по 11 августа, когда Сириус появлялся в небе после перерыва. Древние считали, что сочетание Солнца днем и звезды ночью было причиной сильной жары в середине лета. Собаки, по их мнению, во время зноя становились недобрыми к своим хозяевам. Люди верили, что усиленное дыхание животных в жаркую погоду после появления Сириуса в небе подвергает их риску заболеть. Связь Сириуса с собаками отражалась и в мифологии. У греков, например, эта звезда ассоциировалась с Майрой, собакой героя Икария, наделенного даром виноделия от бога Диониса. А в индийских сказаниях звезду олицетворяла собака принца Юдхидхштира по кличке Свана. Верная четвероногая спутница ни разу не подвела принца во время его скитаний по миру и поисках пути на небеса. Когда он нашел врата рая, то отказался входить внутрь без своей собаки, и их пропустили вместе в обитель богов. Легенды легендами, но о Сириусе хватает и древних астрономических данных, и с ними до сих пор не все ясно. Загадка касается цвета звезды. Древнеримский философ Сенека писал, что это ярко-красное светило.
В исторических записях римского астронома Клавдия Птолемея Сириус тоже представлен как красная звезда. В настоящее время астрономами с помощью самых современных телескопов доказано, что Сириус имеет голубовато-белый цвет. Но откуда такие несовпадения со свидетельствами древних астрономов? Звезда меняет внешность как хамелеон, причем буквально каждое мгновение. Именно так в масштабах Вселенной можно оценить для звезд несколько тысячелетий, когда свидетельства о цвете Сириуса разошлись. Ученые уже долгое время ломают голову над этим вопросом. Возможным объяснением является то, что эпитет «красный» – просто поэтическая метафора, связанная с плохими знамениями звезды. Например, в представлении наших предков он мог сулить наступление голода и последующих войн, когда проливалось много красной крови. Есть еще гипотеза, что сильное мерцание звезды при ее восходе или заходе у горизонта оставляло у людей впечатление красного цвета светила. А может, вторая звезда-компаньон повлияла на эволюционные процессы в системе, и она изменила цвет? Впрочем, астрономы быстро отвергли эту возможность. Несколько тысяч лет – слишком малый промежуток времени для таких кардинальных перемен. Кроме того, вокруг Сириуса не наблюдается никакой туманности, которая в этом случае должна была бы проявиться и повлиять на его излучение. Но вот загадочный компаньон большой голубой звезды придал истории интересный поворот. В нем есть все, что нужно для самого жестокого триллера. Противоборство двух мощных партнеров, безжалостная расправа над противником, ограбление и многое другое. Астрономы долго были уверены, что Сириус – одна звезда. Лишь в 1844 году немецкий астроном Фридрих Вильгельм Бессель выяснил, что с ярким светилом происходит нечто странное. Сириус отклонялся от своего предсказанного движения на небе с 1755 года. Это вихляние Бессель объяснил влиянием некого скрытого объекта, который вместе с Сириусом вращается вокруг общего центра масс. И период их оборота равен 50 годам. Сообщение было встречено скептически. Из предложения Бесселя следовало, что масса темного спутника должна быть примерно как у нашего Солнца. Однако вскоре идея немецкого исследователя полностью оправдалась. В 1862 году американский астроном и изготовитель телескопов Элван Грэм Кларк подтвердил гипотезу Бесселя. Он заметил Сириус Б с помощью своего нового большого рефракторного телескопа, оптического прибора, в котором используется в качестве собирающего свет элемента зеркало. Так компаньон большой голубой звезды, Сириус Б, был выведен из тени на свет, вернее обнаружен среди мощных лучей более яркого партнера. Какой оказалась таинственная звезда, которую искали много лет? Маленькой и мертвой? Это тусклый и незаметный в тени сияющей гигантской звезды белый карлик. Однако оптика XIX века была еще слишком слабой, так что в то время астрономы не смогли оценить массу и другие его характеристики. Мощное излучение Сириуса А подавляло наземные наблюдения, делая невозможным тщательное изучение гораздо более тусклого объекта. Например, масса звезды является важным фактором ее эволюции, поскольку определяет температуру ядра и то, как долго и жарко светило будет гореть. Астрономы могут вычислить массу звезды на основе ее светимости, но этот показатель было сложно подсчитать у почти невидимого Сириуса Б. Только в 2005 году космический телескоп Хаббл позволил больше узнать о мертвом светиле. Она оказалась одним из самых массивных белых карликов, известных ученым. Его масса составляет 102% от солнечной, что вдвое больше среднего показателя среди светил данного типа. И надо отметить, что расчет Бесселя здесь подтвердился. Несмотря на массу, равную солнечной, размер белого карлика более чем в 1 миллион раз меньше, чем у нашего светила. Зато Сириус Б в 92 тысячи раз превосходит по плотности Сириус А. Но такой звездная система была не всегда. Много миллионов лет назад она состояла из двух огромных бело-голубых звезд.
И какая же из них была, по-вашему, больше и ярче? Ответ на этот вопрос ученые дали неожиданный. В системе доминировал компонент Б, то есть наш белый карлик. В то время он был массивнее и ярче своего соседа. Термоядерные процессы протекали в нем очень интенсивно и вызывали сильный звездный ветер. Ураганы быстро сдували с компонента Б материю, и он первым в этой паре прогорел, превратившись в красного гиганта. Затем звезда сбросила оболочку и предстала в новом облике – белого карлика, то есть постепенно остывающего ядра. Сейчас оба компаньона вращаются вокруг общего для них центра масс, делая полный оборот за 50 лет. И опять все сошлось с прогнозом Бессета. Также известно, что расстояние между обоими звездами-партнерами примерно такое, как между Солнцем и Ураном. И Сириус А светит примерно в 10 тысяч раз сильнее своего миниатюрного спутника. Если бы белый карлик не терялся в его лучах, в хороших условиях мы могли бы видеть его в ночном небе невооруженным глазом. Ну а в целом эта странная звездная пара – огромная яркая голубая звезда и маленький плотный белый карлик. Похоже, отлично спелись. Они дружно выписывают орбитальные пируэты друг вокруг друга. Тысячелетие за тысячелетием. Но когда-то их танец закончится. Белый карлик уже прошел основную часть своего небесного пути, а вот возраст Сириуса А по разным оценкам составляет от 200 до 300 миллионов лет. Он просто младенец по сравнению с Солнцем, которому около 4,6 миллиардов лет. Однако век голубых звезд недолгий. Сириус, каким мы его видим, проживет еще около 660 миллионов лет, после чего повторит судьбу своего компаньона. Сначала он превратится в красного гиганта, а затем в холодного, тусклого белого карлика. А какое будущее ждет его младшего партнера? Чем окончательно закончится небесный путь Сириуса Б? У белых карликов практически нет топлива для выработки энергии и недостаточно массы, чтобы сжать свои недра до возможности запустить термоядерный процесс. Им остается только потихоньку коптить небо, постепенно расходуя тепло и становясь все холоднее. На полное остывание у белых карликов чаще всего уходят миллиарды лет. Можно ожидать, что они будут одними из самых стабильных объектов во Вселенной. И таких белых карликов в небе действительно большинство. Но иногда в недрах этих маленьких звезд, которые как зомби еле бредут по небу, начинает бушевать некий космический адреналин. Недавние исследования выявили, с чем связана такая предсмертная вспышка активности. В этой истории замешан уран, который мы используем как источник энергии для атомных электростанций. А звезды, как известно, питаются энергией за счет термоядерного синтеза. В ходе процесса небольшие атомы типа водорода объединяются в более крупные, такие как углерод и кислород. Эти отходы можно назвать живительной силой Вселенной. Они позволяют создавать планеты и даже различные формы жизни. Пример Земли это полностью подтверждает. Некоторые звезды, особенно очень массивные, могут производить гораздо более крупные атомы, такие как уран. Они нестабильны и распадаются на более мелкие, высвобождая при этом энергию. Если атомов урана на ограниченном пространстве собирается достаточно много, то процесс деления может выйти из-под контроля. Ученые называют это цепной реакцией. Если ее контролировать, она может стать источником энергии. Если нет, то результатом будет ядерный взрыв. По мере охлаждения расплавленного материала в белом карлике атомы в нем стремятся объединиться, образуя кристаллы. Ученые высказали предположение, что в нем будут кристаллизироваться атомы урана. Однако может наступить момент, когда кристаллическое тело достигнет критической массы и начнется неуправляемая цепная реакция. Произойдет небольшой ядерный взрыв, который способен послужить детонатором для любого несгоревшего топлива в белом карлике. Тогда звезду разорвет на множество частей. Похоже, у светил, как и у людей, старость не всегда проходит тихо и мирно. Но пока белый карлик держится в небе, вместе с ним и Сириусом А мы отправимся на поиски еще одного их родственника.
Существует ли в системе какое-то третье небесное тело? Это очень темное и запутанное дело. Хотя с экзопланетами все более или менее ясно. Астрономы давно пришли к выводу, что их в этой звездной системе нет. Сириуса – молодая звезда, она вряд ли успела обзавестись эскортом. Такой вывод подтвердил ТЭСС, который был запущен НАСА в апреле 2018 года и предназначался для поиска экзопланет, вращающихся вокруг ярких светил. Так вот, в системе Сириуса, несмотря на тщательные наблюдения, обсерватория никаких планет не обнаружила. Зато со звездами ситуация более неоднозначная. Поиск еще одного светила тянется уже давно. Африканское племя дагонов, по мнению некоторых исследователей, обладало замечательными знаниями о звезде Сириус. Без доступа к телескопам они, например, определили, что существует Сириус-Б. Сведения о белом карлике сохранились в учениях племени. Мало того, дагоны ссылаются на третий компонент в этой звездной системе. Можно ли верить в такие чудеса? Откуда у племени без современных возможностей астрономии подобные познания? Конспирологи, конечно, тут же заговорили о тайном визите к дагонам инопланетян. Добрые зеленые человечки якобы поделились с африканцами всеми своими знаниями о Сириусе. В научных кругах эти ничем не подтвержденные рассказы, естественно, отмели. Дагоны, проживающие в государстве Мали Западной Африки, скорее всего, контактировали с французским антропологом Марселем Гриолем. В свое время он был хорошо известен своими работами о племени, опубликованными в научных изданиях. Некоторые полагают, что дагоны узнали все о звездной системе Сириуса именно от Гриоля. Но недавно история с третьей звездой получила продолжение. Двое астрономов опубликовали статью, в которой сообщалось, что в системе на самом деле может существовать Сириус-С. По словам исследователей, загадочное третье светило в звездной системе наблюдалось примерно 20 раз в течение десятилетия. Хотя существует большая вероятность, что это был всего лишь световой фантом или загрязнение на снимках телескопов. Сегодня обширные исследования не дают веских доказательств того, что третья звезда действительно существует. Так что данную тему нам придется отложить, поскольку нет однозначных выводов об этом компоненте в звездной системе. Вместо этого стоит поискать в небе пояс астероидов Made in Sirius. Есть надежда, что он существует. И вот на чем она основана. Масса Сириуса почти в 2 раза больше солнечной, которая составляет около 2 нониллионов километров и в 333 тысячи раз превышает массу планеты Земля. Сириус, если поместить его на гигантские космические весы, потянет около 4 нониллионов килограммов. Очень много горячей плазмы, пылающей в открытом космосе, ведь нониллион — это единица с 30 нулями. Гравитационное поле столь массивной звезды тоже невероятно сильное. Любые потенциальные кометы, пролетающие мимо, будут захвачены его притяжением с большего расстояния, чем доступно Солнцу. У нашей звезды, тем не менее, по принятой модели, есть облако Оорта. Это область замороженных комет и других небольших объектов, простирающаяся примерно на 1 световой год за пределы Солнечной системы. У Сириуса такое кометное кольцо должно быть намного больше. Однако на сегодняшний день не было найдено никаких доказательств существования облака Оорта вокруг него. Может, яркая звезда ухитряется надежно прятать эту темную неприметную область в безумном свете своих лучей? Даже солнечное облако Оорта пока считается гипотетическим. Вывод из всех наших поисков пока следует один. В системе Сириуса, кроме 2 звезд, нет никаких других небесных тел. Да, с ближним окружением у двойной системы как-то не сложилось. Зато вокруг нее много очень ярких и интересных дальних соседей. Сириус, как мы знаем, обитает в созвездии Большого Пса. В греческой мифологии оно названо в честь огромной верной собаки, следующей за охотником Орионом. Созвездие Ориона действительно находится рядом с Большим Псом.
Небесного четвероногого охотника также часто изображают преследующим зайца, и на астрономических картах есть созвездие с соответствующим названием. Само созвездие Большого Пса в нашем небе представляет собой треугольник из звезд средней яркости, которые находятся слева вверху от Сириуса. От носа до хвоста объект занимает около 19 градусов, это примерно 2 сжатых кулака. От ушей до лап 1 кулак. Само тело Пса находится слева внизу от Сириуса. Многие из светил, расположенных там по соседству с Сириусом, по-своему уникальны. Одно из них – Тау Большого Пса. Массивная звездная система на расстоянии примерно в 5120 световых лет от нас. Это самый яркий член рассеянного скопления NGC 2362, но его уникальность не в сильном свечении. Далекое Солнце иногда называют мексиканской прыгающей звездой, поскольку при наблюдении в телескоп может показаться, что оно как бы скачет по пространству. На самом деле эффект связан прежде всего с тем, что в системе звезда не одна. Самым заметным в ней является яркий голубой гигант Тау Большого Пса А, который в свою очередь представляет собой двойную звезду с орбитальным периодом 155 дней. Тау Большого Пса А – основной компонент системы, имеет массу в 50 раз больше нашего светила и радиус в 19,8 солнечных. При температуре поверхности почти в 32 тысячи градусов Цельсия яркая гигантская звезда сияет в 280 тысяч раз сильнее Солнца. Ее более слабый сосед, как ни странно, тоже двойная звезда типа переменной бета-лиры. К таким светилам относятся массивные гиганты и сверхгиганты. Считается, что в системе Тау Большого Пса оба компонента являются звездами с массой примерно в 17,8 раз больше солнечной. Они находятся так близко друг к другу, что их формы сильно искажены взаимной гравитацией. Эти звезды имеют вид эллипсов, поскольку материя в них перетекает из одного, более слабого компонента в другой, который больше и гравитация у него сильнее. В системе Тау Большого Пса все эти компоненты затмевают друг друга по мере своего движения по орбите. Вот откуда иногда возникает иллюзия, что огромное светило прыгает по космосу. Но вся эта звездная компания, включая ее самую крупную звезду Тау-А, покажется просто младенцами по сравнению с красным гипергигантом VY Большого Пса. Он в 30-40 раз тяжелее Солнца и в 300 тысяч раз ярче. Его радиус достигает примерно 1420 солнечных и делает VY Большого Пса одной из крупнейших известных звезд. Если бы она затмила Солнце в нашей звездной системе, то вышла бы за пределы орбиты Юпитера. К счастью, весь этот пылающий шар плазмы чудовищного размера находится очень далеко, примерно в 3820 световых годах от нас. Да и путь его по небу будет очень коротким. Все огромные жировые запасы не спасут от скорой катастрофы объевшуюся материей звезду Толстяка. А ведь гипергиганту всего 8,2 миллиона лет, совсем юноша по сравнению со взрослыми звездами. Нашему Солнцу, как известно, уже 5,5 миллиардов лет, и оно еще находится в расцвете сил. Однако VY Большого Пса быстро эволюционировала. Звезда уже потеряла часть своей массы, которая, впрочем, все равно в 17 раз больше солнечной. Уже сейчас, при всех прочих грандиозных показателях VY Большого Пса, температура светила не впечатляет. По расчетам астрономов, звезда разогрета не более чем до 3217 градусов Цельсия, а наше Солнце раскалено до 5500. Почему гигантская звезда холодна, как какой-то маленький красный или оранжевый карлик? Астрономы поясняют, что для красных гигантов это вполне нормальная ситуация. Они вступили в последнюю стадию своего жизненного пути, и термоядерные реакции внутри их ядра уже не происходят. Звезды синтезируют гелий только в оболочке, отчего расширяются и становятся ярче, однако прохладнее. Светила в этой стадии крайне нестабильны и теряют колоссальное количество массы.
Они окружены толстой оболочкой выброшенного материала, а вскоре их ожидает катастрофа. Как и знаменитая звезда Бетельгейзе, VY Большого Пса по прогнозам вспыхнет сверхновой в течение следующих 100 тысяч лет. Однако, похоже, ужасное будущее не сильно заморачивает молодую звезду. Она устраивает в небе настоящее шоу, причем совсем неудержимым темпераментом юности. Светило то и дело меняет яркость от величины 6,5 до 9,6. Оно очень интенсивно пульсирует с периодичностью 956 дней. И зрителей на этом представлении VY Большого Пса всегда хватает. Гипергигант находится в большой области звездообразования размером около 681 светового года в поперечнике. На это шоу все места бывают заняты огромным количеством новорожденных звезд. Но мы во время путешествия постараемся протиснуться сквозь эту толпу, посмотреть на светомузыку гипергиганта и как следует пощелкать фотоаппаратом. Изображения, сделанные с помощью инструмента SPHERE на телескопе VLT, показали, насколько фотогенична эта прекрасная звезда. Особый шарм ей придает сияющая вуаль из пыли и газа, подсвеченные излучением VY Большого Пса. Прекрасная локация для того, чтобы сделать на память снимки. А вот о RX J0720.4-3125 такого не скажешь. Этот сосед Сириуса – тусклая в видимом свете маленькая нейтронная звезда. Она открыта в 1997 году и находится примерно в 1200 световых годах от нас. Это очень плотное небесное тело осталось, скорее всего, после взрыва сверхновой и считается уже мертвым, как и белый карлик Сириус-Б. Но нейтронная звезда еще плотнее, чем он. Тайная ложка ее материала на условных весах потянет, по оценкам ученых, миллиарды тонн. Зато радиус звездного остатка совсем мизерный и составляет всего лишь около 5 километров. Теперь участь нейтронной звезды тихо следовать по небосводу, пока она окончательно не остынет. Однако мертвое светило неожиданно проявило характер. В течение нескольких лет наблюдались изменения спектра и температуры RX J0720.4-3125. Причина столь странных событий пока неизвестна, но астрономы пытаются разобраться в этой удивительной истории. Возможно, разгадку скрывает окружение светила. RX J0720.4-3125 – одна из великолепной семерки, группы изолированных нейтронных звезд, которые находятся относительно близко друг к другу. Когда в одну компанию собирается столько сверхплотных объектов, то всякое может случиться. Не менее удивительные события происходят с галактиками NGC 2207 и IC 2163 в 81 миллионе световых лет от нас. Они тоже относятся к соседям Сириуса, расположившись в глубоком космосе созвездия Большого Пса. Эти галактики столкнулись между собой и сейчас изо всех сил пытаются отхватить как можно больший кусок друг друга. Какой из объектов окажется расторопнее и быстрее сожрет соседа? NGC 2207 – чисто спиральная галактика, а IC 2163 классифицируется как спираль с перемычкой. Оба объекта уже частично сомкнулись друг с другом, образовав слабое внутреннее кольцо вокруг центральной перемычки. Удлиненный спиральный рукав, меньший из галактик, IC 2163, более крупный сосед растянул своей гравитацией как резинку. И теперь большая галактика безжалостно вытягивает звезды и другой материал из маленькой. Из-за этих катаклизмов оба объекта наполнились огромным количеством газа и пыли. Материала много, и галактики, не теряя времени, прямо во время слияния начали быстро зажигать звезды. В последние десятилетия эти неспокойные космические соседки также не раз озаряли небо сверхновыми. В NGC 2207 с 1975 по 2019 год произошло 5 вспышек, а в IC 2163 с 2017 по 2018 – 2.
Со вспышками и другими катастрофами связана близкая к Сириусу очень живописная туманность – Sharpless 308. Она окружает чрезвычайно горячее и яркое светило – ИЗ Большого Пса, которое относится к звездам Вольфа-Рая. ИЗ Большого Пса в 620 тысяч раз больше, чем Солнце. Значительную часть своей энергии звезда испускает в виде ультрафиолетового излучения. Лучи ионизируют выброшенный материал и подсвечивают его. Пыль и газ в сиянии излучения звезды Вольфа-Рая приняли странную форму. Они создали нечто наподобие пузырчатой головы дельфина, вынырнувшего из космической пучины в туманности Sharpless 308. Эту область пространства так и называют «голова дельфина», и она находится в центральной части созвездия Большого Пса в 4530 световых годах от Земли, очень далеко. Но мы вряд ли пропустим туманную область в пути. В самой длинной точке она занимает значительный кусок пространства, диаметром около 60 световых лет. Голова дельфина состоит из материала, выброшенного из массивной центральной звезды Вольфа-Рая около 70 тысяч лет назад. ИЗ Большого Пса очень молодая, однако находится на поздней стадии своего эволюционного цикла. Она теряет массу ускоренными темпами, как и все звезды Вольфа-Рая. Светило до сих пор в 30 раз массивнее Солнца, но совсем скоро, по меркам Вселенной, закончит жизнь вспышкой сверхновой. Карликовая галактика Большого Пса тоже связана с объектами дальнего космоса созвездия, по которому мы путешествуем вместе с Сириусом. Ее можно назвать спорной космической недвижимостью. Осмотреть объект какому-нибудь условному покупателю с Земли было бы нелегко. Карликовая неправильная галактика – сложный объект для наблюдения. Она находится в 25 тысячах световых лет от Земли и в 42 тысячах световых лет от центра Млечного Пути. Но проблема для астрономов не в этом расстоянии, которое, конечно, очень велико. Хуже, что галактика находится за плоскостью Млечного Пути и скрыта от наблюдателя звездами, пылью и газом. Тем не менее, кое-что о ней выяснить уже удалось. Так точно известно, что карликовая галактика богата звездами. Астрономы насчитали в ней около миллиарда светил, и среди них очень много красных гигантов. Впрочем, их прописку тоже можно назвать спорной. Где их дом? В галактике или в составе какой-то другой структуры? Причина неопределенности связана с тем, что природа карлика до сих пор точно не выяснена. Его чаще называют даже не галактикой, а объектом повышенной плотности Большого Пса. Некоторые исследователи считают это остатком галактики спутника данного созвездия, в то время как другие называют его частью Млечного Пути. С карликовой галактикой Большого Пса связано несколько шаровых скоплений, среди которых Колдуэлл-73 в созвездии Голубя, Мессие-79 в созвездии Зайца и другие. По одной из гипотез, эти объекты являются остатками системы шаровых скоплений, которые когда-то принадлежали карликовой галактике, а затем ее разорвал своей гравитацией более крупный Млечный Путь и проглотил хороший кусок галактического пирога. Так ли это? Астрономам доподлинно неизвестно, однако между нашей и галактикой Большого Пса, несомненно, есть связь. Речь идет о звездном потоке «Кольцо Единорога», длиной более 200 световых лет, который трижды огибает Млечный Путь. Некоторые астрономы полагают, что кольцо является частью диска нашей галактики, однако большинство исследователей склоняются к мнению, что звездный поток вытянут из карликовой галактики Большого Пса приливными силами Млечного Пути. Если это так, то существует некий мостик, который приближает нас к Сириусу, самой яркой звезде в ночном небе. И Сириус действительно становится к нам все ближе из-за орбитальной механики Млечного Пути и грандиозных гравитационных сил, действующих между звездами. Сириус летит к Солнечной системе со скоростью 5,5 км в секунду. Ожидается, что при максимальном сближении он будет находиться на расстоянии всего 8,18 световых лет или 77 триллионов километров от нас. Астрономы использовали данные спутника Хипаркос
для этого прогноза. Исследователи вычислили, что самое близкое соседство с Сириусом наступит примерно через 46 тысяч лет. Тогда он еще сильнее засияет в нашем небе. Наверняка Сириус будет смотреться при взгляде Земли просто потрясающе. Но не окажется ли опасным столь тесное сближение с большой горячей звездой? Светило массой 4 нониллиона километров – не лучший сосед, прежде всего для наполненной различными формами жизни Земли. Астрономы утверждают, что насчет этого мы можем быть спокойны. Согласно текущим исследованиям, Сириус не подойдет к Солнечной системе на опасно близкое расстояние. Так что и в будущем можно спокойно любоваться красотой звезды, которая разноцветной новогодней гирляндой сияет у нас над головой. Когда-то, впрочем, все будет по-другому. Сириус начнет удаляться от Солнечной системы. Постепенно он уступит титул самой яркой в нашем ночном небе звезды бело-голубой Веге из созвездия Лиры на расстояние в 25,3 светового года от нас. Но все это произойдет лишь через 200 тысяч лет.